Привет, друзья! Это я. В этом видео мы разберем все профессии Miss of Pandaria Classic от крафта до сборов, от алхимии до инженерии. Что изменилось, какие бонусы дают профессии, какие предметы вы можете создать и зачем вам нужен дух гармонии. Расскажу подробно, по делу и без воды. И если ты планируешь серьезно одеваться, фармить или зарабатывать золото, без профессий в Miss of Pandaria Classic не обойтись. Погнали! Собирательные профессии, такие как травничество, горное дело и снятие шкур, в первую очередь сосредоточены на сборе ресурсов. Каждая из этих собирательных профессий не только позволяет собирать материалы для крафта, но также дает уникальные бонусы, такие как повышение скорости за счет навыка кровь земли травничества или увеличение здоровья благодаря навыку крепость от горного дела. Второстепенные профессии, такие как археология, рыбалка и кулинарка, не дают простых бонусов к характеристикам, но предлагают различные полезные преимущества. Например, археология позволяет находить и создавать мощные редкие предметы. Увеличенный предел навыков. Предел прокачки профессии повышен до 600. При этом новым рангом стал Дзен-мастер, позволяющий дальнейшее развитие и владение выбранными профессиями. Новые рецепты и навыки. По мере того, как игроки повышают уровень своей профессии, они открывают доступ к новым рецептам и навыкам. Эта новая способность позволяет создавать более мощные предметы и снаряжение, что вносит значительный вклад в развитие вашего персонажа. Повышение навыка крафта. Некоторые рецепты крафта продолжают давать возможность повышать несколько навыков в зависимости от сложности создаваемого предмета. Алхимики увидят много изменений в Miss of Pandaria Classic, в том числе прикольный новый рецепт – зелье темноводия. Алхимический дзен-камень. Триня, предназначенная для алхимиков, увеличивает искусность и дает бонус к основной характеристике при проке. Для трансмутации драгоценных камней теперь требуется один обычный камень и золотой лотос. Например, если я хочу трансмутировать первозданный рубин, то мне необходим пандарийский гранат и золотой лотос. Сохраняется один необработанный метакамень, изначальный алмаз. Он создается путем трансмутации из 3 камней по 2 штуки каждого. Теперь хоть будет куда тратить бесполезные зеленые, рыжие и фиолетовые камни. Алхимия также дает несколько бонусов, такие как однотрение со статами, миксологию и нерасходуемую фласку. Кузнечное дело сохраняет свои дополнительные гнезда в перчатках и запястьях помимо крафта. Наложение чар. Чары для оружия также добавляют срабатывание вместо пассивных бонусов. Чары для колец, предназначенные только для наложения чар, предоставляют только базовые характеристики – силу, ловкость, интеллект или выносливость. В инженерное дело добавляется новая игрушка Блескатрон 4000. Дает ежедневные задания, которые могут выполнять персонажи любого уровня, но не более одного задания в день для одной учетной записи. Кроме того, Блескатрон теперь бесплатно поможет желающим на 1 час приобрести убийственный вид. Помимо игрушек и маунтов, он может выдать камни, поты, вино, а также дух огня. Поднимает все основные профессии на 3 единицы. Выпадает только если на текущем персонаже есть профессия, которая еще не докачана. А также уникального маунта небесного голема, который будет доступен только в последней фазе. С его помощью вы сможете не спешиваясь собирать травку. Очень удобно, если вы не друид Таурен. На аукционе будет стоить очень дорого. Инженерное дело дает 2 новых спутника, Пьер и Хитробот, ну и как дополнение 2 маунта, ракеты. Также новое зачарование, ускорители для скольжения по воде и гоблинский планер. Нейронные пружины сохраняются. Не забудьте, что вы по-прежнему можете накладывать чары на перчатки в дополнение к инженерским. Теперь можно таскать наковальню с собой благодаря новому рецепту термической наковальни. Работает еще и как горн. Травничество. Кровь земли по-прежнему, кроме лечебного эффекта, дает рейтинг скорости. В Miss of Pandaria представлена новая лопата, лопата травника, дающая плюс 10 к травничеству. Ее не нужно экипировать, но можно носить в сумке. Кровь земли повышает показатель скорости на 2880 на 20 секунд.
В начертании помимо новых символов могут стать еще полезнее. В Mists of Pandaria Classic нам больше не потребуется прокачивать репутацию, чтобы получить чары для плеч. Вместо этого все чары для плеч будут предоставлять начертатели. Для себя начертатели по-прежнему создают лучшие чарки на плечи. Карты из колод новолуния по-прежнему будут пользоваться спросом, ведь они будут бисовыми для некоторых классов. Собрать такую колоду будет довольно сложно. Вы можете раз в день случайно найти карту, используя карту новолуния туманы. Барьер – это время перезарядки свитка мудрости. В начертания добавляются крутые пухи, однако, как и в случае с картами ярмарки новолуния, создание этого оружия будет ограничено свитком мудрости. Само оружие привязывается к учетной записи, и вы можете перекидывать его на своих альтов. К сожалению, на его создание все равно потребуется 20 дней. Добавляется фолиант ясного разума, используется для удаления символов, а также два новых спутника – воздушные змеи. В ювелирном дире теперь вы можете экипировать только 2 топовых ювелирных камня вместо 3. Ювелиры также могут изготавливать кольца и ожерелья баешные. Изделия 450 уровня по-прежнему пользуются большим спросом. Драгоценная никсовая пантера – это новая летающая пантера, созданная ювелирами. Она создана путем слияния 4 других новых ювелирных средств передвижения. Пантера из солнечного камня, нефритовая пантера, рубиновая и сапфировая пантера. Каждая из них берет по таинственной сфере, которая стоит 20 тысяч голд. Так что это большие деньги между созданием средств передвижения, которые нужно собрать, и созданием средства передвижения, которые нужно объединять. Также ювелиры создают пророческий плутовской камень, которыми можно баловаться на БГ и бесконечно прочекивать врагов. Чары на запястье для кожевников будут предоставлять только базовые характеристики. Чары для ног – те же характеристики. В горном деле вам больше не нужно носить с собой кирку, однако шахтерская кирка и гномский армейский нож теперь имеют плюс 10 бонусов горного дела, которые не суммируются. Древняя пандаренская кирка – это новый предмет, добавленный в Пандарию. Также дает низкий шанс найти драгоценные камни во время добычи полезных ископаемых в Пандарии. Противотуманные очки, созданные инженерами, но доступные любому человеку, позволяют вам дополнительно видеть новые точки травки и руды в Пандарии. Если вы занимаетесь добычей ресурсов в Пандарии, нет причин не носить их с собой. Ну и напомню вам про перчатки добытчика, которые позволяют быстрее собирать ресурсы в Пандарии. Крепость повышает вашу выносливость на 480 единиц. В Mists of Pandaria ради бонуса вообще стоит носить только нож для снятия шкуры или гномский армейский нож для получения бонуса. Опять же, эти бонусы не суммируются, однако есть парочка вещей, которые позволят сдирать шкуры с более высоких мобов по уровню профессии. А также знаток анатомии повышает ваш показатель критического эффекта на 480 единиц. Вместо ткани с конкретными извечками портные могут создавать императорский шелк с КД в сутки. С кокона шелкопряда могут выпасть 2 питомца – императорский мотылек и шелкопряд. Вышивают 3 вида чарок себе на плащ, а также чарки на ноги. В Mists of Pandaria добавлено 6 редких археологических кладов, 2 для пандаренов, могу и богомолов. Все эти редкие клады требуют 180 фрагментов и могут содержать 3 краеугольных камня. Предметы из археологии в Пандарии: зонтик, копье, генератор звуковых импульсов и небесный клинок богомолов. Катаклизм археология стала гораздо менее привлекательной, когда игроки начали разгадывать повторяющиеся артефакты, которые продавались по одной штуке. В Mists of Pandaria Classic было добавлено несколько вещей, чтобы продлить жизнь археологии. В археологию добавлено множество новых достижений. Добавлено достижение за разгадывание всех обычных артефактов 5 и затем 20 раз. Игроки с максимальным уровнем археологии могут сдать восстановленный артефакт Брану Бронзобороду за ящики с другими фрагментами, например, ящик с фрагментами артефактов дворфов. Это постепенно поможет игрокам избавиться от неразгаданных предметов из катаклизм. Игроки также могут сдать восстановленный артефакт для магнита Хранителя Истории, карты Хранителя Истории или звуковой локатор артефактов богомолов.
Репутация, необходимая для рецептов. Кузнечное дело – это клакси. Наложение чар. Сначала качаем золотой лотос, затем августейших небожителей и шадапан. Портняжное дело – золотой лотос, далее августейшие небожители. Кожевничество – золотой лотос. Ювелирное дело – орден облачного змея. Кулинарка – рыболовы и землевладельцы. В инженерном деле начертание алхимии таких рецептов нет. В Mists of Pandaria Classic игроки сталкиваются с новым материалом, известным как дух гармонии. Ремесленники любого уровня найдут ему множество применений. К настоящему времени любой опытный ремесленник привык наполнять сумки разнообразными материалами, такими как изначальная жизнь, огонь, земля и так далее. Но в Mists of Pandaria все дело в духе гармонии, в сочетании с обычными материалами, такими как руда, кожа или драгоценные камни. Как и в случае с другими изначальными предметами, частицы гармонии можно комбинировать 10 к 1, чтобы создать одну гармонию. Дух гармонии – это боб-предмет, то есть привязываемый при получении материал для крафта, который можно найти у каждого существа, доступного для добычи в любой зоне Пандарии, от подземелья до открытого мира. Помимо того, что дух гармонии служит основным ингредиентом для крафта, а также можно использовать для приобретения различных дополнительных бонусов и материалов, которые могут понадобиться вашему персонажу. Хотя не все профессии одинаково ценны, для них практически каждому придется собирать их по той или иной причине. Вот несколько примеров того, как можно использовать дух гармонии. Алхимия – купите дополнительную трансмутацию. Археология – приобретите отреставрированный артефакт. Кулинарка – обменяйте на жетон железная лапа. Наложение чар – можно купить реагенты. Инженерное дело – новые крепления и персональные очки. Травничество – покупка трав. Начертание – приобретите редкие чернила. Ювелирное дело – используйте для покупки дополнительных ежедневных открытий. Портняжное дело, кузнечное дело и кожевка используются для создания эпических предметов. Покупка материалов, возможно, не самый эффективный способ получения ресурсов, но покупка чего-либо за дух гармонии может быть более удобной, чем возвращение в мир за этим. Торговца духом гармонии можно найти в вечно цветущем доле. Вот такой вот получился подробный гайд по профессиям Mists of Pandaria Classic. Если ты досмотрел до конца, теперь ты точно знаешь, какие профессии качать, какие бонусы они дают и куда выгодно всего тратить ресурсы. Не забывай, дух гармонии – это твоя новая валюта, и с ним связан почти весь прогресс в крафте. Если видео было полезно, ставь лайк, делись с гильдией и не забудь подписаться на канал. Скоро выйдут гайды по заработку голды, ПВЕ и рейдам в Пандарии. Увидимся в следующем видео. И пусть маунты падают с первого раза.